Привет, здравствуй, мой друг. Сегодня речь пойдет не о 3D-печати, а в некотором роде о развлечении. Помнишь, я обещал собрать что-то на орбитальных колесах? Вот она, эта штука. Я уже показывал ребятам в Instagram эту модель, и вот пришло время перенести ее в реальность. Как обычно, я буду собирать все из хлама, скажем так, дарить вещам вторую жизнь. Вот и офисные кресла, которые должны были ехать на помойку, а точнее их крепление спинки послужат мне держателями направляющими для беспицевых, а правильно называется, орбитальных колес. Теперь можно регулировать высоту распорок колес, в местах выбрасывания бытового мусора. На глаза мне попался вот этот прекрасный детский скейт. Думаю, что это упростит задачу в изготовлении удерживающих роликов колеса. План по сбору орбитального гироскутера я вынашиваю уже давно, так что, катаясь не одну неделю, я набрал нужные для меня запчасти. А вот и нашел велики для моего гиродемона. Конечно, небольшие колеса, но хотелось бы побольше. Пойдут и эти, наверное. Второй велосипед без цепи и весь ржавый. Попробую отремонтировать его и продать на Авито. Если хотите, чтобы я снял серию «Как заработать с помойки», пишите. Ну а теперь перемещаюсь в мастерскую к Владимиру. Без него, конечно же, мои прошлые, да и будущие проекты не состоялись бы. Впереди еще очень много задуманных идей. Если тебе интересны токарные и слесарные работы с нестандартным подходом, давай подписывайся и жамкай колокольчик, чтобы не пропустить будущие видео. Да и скоро Владимир, думаю, откроет свой канал, где будет реставрировать или собирать с нуля новые станки. Для того, чтобы проточить углубления в будущих удерживающих обода роликах, Владимир изготовил из сломанных специальный фасонный резец. Пересмотрев в молодости фильма «Достигая невозможного», я тоже раньше пытался гонять на скейте. К чему это я говорю? Колеса явно с советских времен, просто непонятно из чего сделаны. Как резина с пластмассой какая-то. Ну, очень твердые. Ширина колеса почти 6,5 сантиметров. Насколько я знаю, сейчас нет таких широких и твердых колес. Стружка с такого материала получается. Ну, какая-то вообще неприличная. Стой. Горизонтальные распорки будут сделаны тоже из креплений от старых офисных кресел. В планах мне казалось, что работы здесь до минут на 20, а на самом-то деле получилось, что изготовление конструкции заняло не 1 час. Да, если кому-то нужны токарные слесарные работы, обращайтесь к Владимиру. Можно развал схождения сделать. Нет, схождение не сделаешь. Хотя сделаешь и схождение можно сделать. И развал, и схождение. Побрызгаю немножко краской, и уже надо будет заниматься гироскутером, а то подзатянул я что-то видео, наверное. Фу, у нас жара в Норильске почти 31 градус. Она маленькая для севера. Ну что, теперь нужно поменять колеса и поставить стоечки. Целую кучу гироскутеров мне подогнал Александр из города Сочи. Из них я уже собирал такие самоделки, как стационарный сверлильный станок с прямым приводом, гиродемона с колесами от легкового автомобиля. Если кто желает посмотреть, видео есть на канале. Ну а ты советуешь, что еще можно собрать? Да, наверняка сейчас смотрят ребята, занимающиеся электроникой этого самобалансирующего скутера. Очень нужна консультация по отключению одного плеча. Возможно, что проблему тут решит банальная прошивка. Но, к сожалению, у меня нет ни программатора, ни времени на изучение программного обеспечения. Возможно, если кто захочет помочь, уже с перепрошитой материнской платой под мои нужды. Контакты все оставляю в конце видео. Да, конечно, пришлось поставить на камеру 7 заплаток. Вот так пробито. Внимательные сразу задались вопросом, а как же будет крепиться колесо, ведь ему будет мешать воздушный вентиль. Иван посоветовал поставить бескамерные покрышки, но мне же охота катать, сейчас покажу способ. Немного поломав голову, я решил вывести воздушный вентиль, а в простонародье сосок, просто в бок, просверлив корт в покрышке. Думаю, что на качанной камере не хватит давления выдавить вентиль. Ну
Другое дело, надо покупать бескамерку. Есть вероятность, что колеса будут пробуксовывать по ободу. И в качестве антипробуксовочной резины я буду использовать списанные диэлектрические перчатки или с химзы они. Вообще непонятен материал для меня. Не знаю, резина ли это или силикон какой. Ну а теперь самая моя нелюбимая часть в изготовлении самоделок. Конечно же, пилить. Хоть и немного, надо отпилить крылья и вырезать место под стойки. Вообще такой орбитальный механизм крепления я подсмотрел в моей любимой саге «Звездные войны», по-моему, в эпизоде «Война клонов». Назывался такой боевой дроид-танк IG-277, только в фильме колеса у Огненного Града достигали 8,5 метров. И вообще «Звездные войны» кажется не совсем фантастика. Я уже наблюдаю много вещей в своей жизни, которые в фильме казались сказкой. Например, графические планшеты, мелкие дроиды, которые сейчас именуются роботами-пылесосами. И еще много всего. У меня сейчас стоят 20-дюймовые колеса, но крепление по оси XY регулируется. Можно поставить колесо вплоть до 28 дюймов. Например, вот такое. А ты что-нибудь заметил в нашей жизни, что когда-то показывали в этой фантастической саге? Давай напиши. Похоже, аппарат работает. Бегу в поля на испытания. Не хочу портить этот прекраснейший этнотрек. Да и думаю, что комментарии здесь ни к чему. Я не стал заморачиваться и собирать отдельные платы, а воспользовался инвертором. Таким способом я зарядил аппарат 4 раза. Вот я Как видите, орбитальный гиродемон прет в гору не хуже, чем с горы, хотя уклон тут неплохой. Ну, в общем-то, вот такая штука получилась. Полезная или нет, вам решать. Вот в этих местах можно подвесить дополнительные аккумуляторы, либо сумки, либо фары какие-то. В будущем я еще планирую собрать моноколесо и гусеничного гиродемона. Мне не хочется колхозить какие-то самодельные гусеницы, но покупать тоже очень дорого. Так что как только восстановят монетизацию, обязательно приобрету их. Ребятки, огромное спасибо вам, кто донатит мне денежки на мои будущие самоделки. Ну а я с вами не прощаюсь. Главное, не болей и храни тебя Господь. До встречи.